Всем привет! И мы отправляемся на озеро Алаколь. И я предлагаю вам отправиться вместе с нами. Поехали! Билеты на поезд были уже распроданы на весь июль и август, то есть до конца сезона. И нам показалась отличной идеей поехать с туром на автобусе. Дорога в одну сторону занимает около 9 часов вместе с санитарными остановками. В целом довольно неплохо ехать, автобусы комфортабельные, работает кондиционер, правда спать, конечно же, не очень удобно. Но в этом есть и свои плюсы, зато мы не пропустили вот такой шикарный рассвет. В Алаколе нас встретил гид традиционным казахским обрядом шашу. Затем мы прибыли в наш пансионат заселяться, ну а здесь вот такая развлекательная программа. Такой небольшой рум-турчик. У нас тут имеется кровать, холодильник, микро-мини, тумбочка, телевизор, кондиционер, такой диванчик. Сейчас еще вид вам покажу. Вот такой вид из окна. Из минусов, которые вы уже, наверное, заметили, это стройка. Но о ней поговорим немного позже. Но давайте все же вернемся к нашему небольшому рум-туру. У нас также имеется шкаф с вот такими вешалками. Хорошо, что они есть. Также есть хороший набор полотенец. Давайте теперь посмотрим, что у нас в ванной комнате. Ну, собственно, все. А что вы хотели? Ну, вот какой-то такой номер. А вот как выглядит святая всех святых, то есть столовая. Если вдруг вам интересно, расписание питания. Ну а теперь приятного аппетита всем! Настало время завтрака. Забегая вперед, еда здесь правда вкусная. А меню на каждый день пишет хозяйка от руки, и мне кажется, это очень мило. Ну а вот так примерно выглядит столовая изнутри. После завтрака мы купались, потом немного спали. В общем, кадров немного и перейдем к обеду. Еду порционно приносят официанты. И мне очень нравится, что порции здесь не огромные. А еще отдельно у них есть вот такое меню, если вам вдруг захочется чего-то другого. Вот так выглядит территория нашего пансионата. А это, кстати, наш корпус. И вот тут мы живем. На балконе есть места для сушки белья, но рекомендую взять с собой прищепки, так как те, что есть, мне кажется, в небольшом количестве, возможно, вам не хватит. Территория пансионата зеленая и приятная, а зелень – это то, чего не хватает на Алаколе. Ну а теперь мы идем на вечернее купание, и давайте я вам покажу побольше кадров с Алаколем, с самим озером. Еще при заселении на каждого из нас надели вот такие браслеты и попросили до конца отдыха не снимать их, то есть все 3 дня. Благодаря ним нам будут выдавать завтраки, обеды и ужины. Ну и вот такой золотой россыпью нас встретил алакольский закат.
Я решила вам еще немного показать территорию нашего пансионата. Вот так она выглядит в вечерние часы. Мы уже пришли ужинать. У нас на ужин плов, салат и пирожок. Утро следующего дня началось довольно рано, так как мы решили встретить рассвет. И я предлагаю вам насладиться вместе с нами этим рассветом. Вот для чего стоило вставать в 4 утра. После рассвета мы немного доспали, а потом пришли на завтрак. Тут у нас каша, омлет и булочка. За нашим пансионатом закреплены шезлонги, и по утрам они всегда свободны. А еще забавный факт. Когда мы только приехали, вода нам казалась очень холодной, и было сложно к ней привыкнуть. Но с каждым днем становилось все проще и проще заходить в воду. Я надеюсь, вы успели заметить, какого невероятного цвета здесь вода. Из водных развлечений можно покататься вот на таком пароме. Вас довозят до середины озера, а оттуда можно скатываться на таких горках и плавать. Такое развлечение стоит 3000 тенге с человека. Во сколько нам обошелся этот отдых на Алаколе, я расскажу в конце видео, так что досмотрите до конца. Вот как выглядит наш пляж. Ну а теперь немного о том, как добираться до пляжа. Вон там находится наш пансионат, впереди, где-то тут. А вот так мы сюда добираемся. Вот здесь где-то спуск. После утренних купаний мы пришли в столовую на обед. Тут у нас гуляш, чечевичный суп, салат и компот. Быстро пообедали и вернулись на пляж, ведь дальше нас ждет насыщенная программа. Ладно, не буду наводить интригу, мы отправляемся на экскурсию на остров, вот на таком примерно катере. А вот, кстати, и катер за нами. Время водной прогулки до острова занимает 40 минут, и это невероятное ощущение, мне очень понравилось. Стоит такая экскурсия 15 тысяч тенге с человека. И программа следующая. 40 минут вы плывете до острова, купаетесь там примерно час, и затем опять 40 минут на возвращение обратно до вашего пляжа.
На эту экскурсию собирали людей с разных баз отдыха. И у нас появился шанс посмотреть, как обстоят дела на других пляжах. И это просто кошмар. Здесь яблоку негде упасть. Насколько много людей. Ровно в этот момент мы поняли, что у нас вообще немноголюдный пляж. Там, вы видели кадры, там лежаки пустые. О чем говорить еще? Отплываем от людных берегов и плывем в сторону острова, ловя кожей солнечные блики и капельки воды. Эти брызги воды выглядят, как будто кто-то рассыпал кучу бриллиантов. Время в пути пролетело незаметно, и вот мы уже приближаемся к цели нашей поездки, к острову. Сейчас мы пройдем на катере между скал, и это невероятно красиво, это настолько шикарно, просто смотрите. Как же хотелось задержаться среди этих пещер. Но мы плывем дальше, а точнее на пляж острова. И здесь у нас в распоряжении час. Будем купаться, фоткаться и отдыхать. Еще на Алаколе всегда классные камушки. А еще на Алаколе многие обмазываются лечебной грязью. Этот час пролетел буквально как один миг. И вот мы уже сидим в катере и отплываем к своему пляжу. Конечно, хотелось бы здесь побыть чуть подольше. И все равно нам с мамой очень понравилась эта экскурсия, и я вам ее рекомендую. Если вдруг будете на Алаколе, то обязательно стоит побывать на острове, хотя бы один раз. На обратном пути происходит все то же самое, что и на пути туда. Высаживаем по дороге туристов. И как видим, отдыхающих становится все больше и больше. Так как наш пансионат находится в самом конце, мы остаемся одни в катере. Вместе с водителем, конечно же. А тут у кого-то было гендер-пати, по всей видимости. Родится девочка.
Вот уже и мы подплываем к нашему пляжу. Отличительная особенность, конечно же, это стройка. И мы даже успеваем на ужин. У нас тут курица в белом соусе, овощной салат и пирожок. Вот и наступил заключительный день нашего отдыха на Алаколе. Я решила показать вам еще немного кадров с растительностью на территории пансионата. Затем у нас стандартный завтрак, это яичница, каша и булочка. А потом мы, конечно же, идем купаться на пляж. Последний день, надо все-таки накупаться вдоволь. Беседки уже заняты, зато шезлонги свободны. Выбирай, какой хочешь. Еще после пляжа при входе на территорию можно обмыть ноги. В стоимость тура в последний день обед не входит. Мы решили никуда не ходить, а пообедать в пансионате, но за дополнительную стоимость. Вот и настало время прощаться и отчаливать обратно в Алматы. И пока будем ехать обратно, поговорим немного о минусах. Первое, это, конечно, стройка, потому что ходить через нее неудобно. Постоянно строители загораживали проход, люди убирали, и вот это вот бесконечная вереница. Второе, это неорганизованность турфирмы. В общем, было много мелких косяков, и что не понравилось, это то, что время выезда говорили в день выезда. Что туда, что обратно. Почему нельзя было сказать это заранее, непонятно. Но в остальном отдых выдался хороший. Вот как я вам и обещала, траты за этот отпуск. Можете поставить на паузу и ознакомиться. Ну а на этом наше небольшое путешествие подошло к концу. И если оно вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, ну и, конечно же, путешествуйте вместе с нами. Всем добра!